Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал. Спасибо, что вы заглянули. А сегодня я хотел бы с вами поделиться рецептом моих самых любимых печений. И также эти печенья любит моя семья тоже. Это печенье делать очень-очень легко и очень быстро. Даже если кто-то к вам в гости заглянет, у вас дома нечего поставить кофе или к чаю, это печенье делка этого печенья возьмет только у вас максимум полчаса. И там не надо много состава. Только мука, сахар, 3 яйца и 1 ложка сахара позже. Все составляющие я напишу под этим видео и с пропорции, сколько вам надо, сколько надо выпекать. В то время, пока я с вами разговариваю, моя духовка уже нагревается до 190 градусов. А чтобы время не терять, давайте приступим. Итак, в первую очередь я положу 3 яйца. Я не знаю, чей этот рецепт, сразу скажу. Мне кто-то дал, или я увидел это на YouTube. Но я делаю это печенье постоянно. И честно скажу, что очень вкусное. И я вам советую, попробуйте, сделайте тоже, вам тоже понравится. Итак, здесь 3 яйца. Весь сахар, большую порцию сахара я ложу сюда сейчас. И теперь мы взбиваем. Как это все собьется, тогда потихоньку мы начнем вмешивать муку. Мука уже у меня просеяна, готовая. Ну, с Богом. Итак, масса у меня взбилась. Посмотрите, какая пышная и белая. Это только 3 яйца. 3 яйца здесь и сахар. Сразу же скажу, что это печенье для сладкоежек. Здесь очень много сахара. Оно очень сладкое, но в то же время очень вкусное. Так, теперь, потому что это все взбитое масло, оно воздушное, чтобы эта масса у нас не потеряла воздух, мы будем потихоньку вмешивать уже муку. Мука у меня просеянная. И будем домешивать в маленьких порциях. И начнем. Кто-то мне сказал, что лучше всего вмешивать с краев. Если хотите, можете добавить ванилин. В этот раз я ванилин не стал добавлять. Также, если у вас есть эссенция миндального ореха, тоже можете добавить сюда. Я вам сегодня показываю просто самым простым способом, как эти печенья делать. Но я вам скажу, что вам это печенье понравится. А больше всего это понравится вашим детям. Потому что я знаю, все дети сладкоежки, и они на этом, может быть, закончат быстрее, чем ваши гости закончат. Как раз это все промешается, мы поставим на противень, и духовка наша нагреется к этому времени. Что мой совет: всегда включайте духовку, когда вы начинаете все это взбивать. Как раз это будет достаточно времени, чтобы у вас духовка прогрелась. А духовка должна прогреться на 190 градусов. Итак, наша мука вся вмешалась в массу, такой крем получился. Теперь мы добавляем последний сахар. Здесь 1 столовая ложка сахара. И тоже все смешаем равномерно. Итак, наш сахар вмешался тоже хорошо. Сейчас вам покажу. Вот такая масса. И такой густости должно получиться у вас.
А теперь мы все это поставим на нашей противне. Здесь это пекарная бумага. Ну, с недавнего времени я стал пекарную бумагу эту прыскать немножко пекарным маслом. На всякий случай. Это не обязательно, но... И теперь мы начнем формировать наши печенюшки. Просто ложкой мы берем и ложим вот сюда на противень. Хотите большие, делайте большие, хотите маленькие, делайте маленькие, но они еще разойдутся. Итак, я сделал 2 противни по 9 печенюшек на каждой. Теперь в духовку мы поставим на 12-14 минут 190 градусов. Итак, наши печенюшки готовы. Они были в духовке 12 минут 190 градусов. Вы должны сами смотреть по своей духовке, потому что все духовки разные по мощности. И некоторые духовки делают быстро, некоторые медленно. Ну, так что посмотрите, какие красивые румяные у нас печенюшки вышли. И как вы видите, очень быстро получилось тоже. И я вам скажу, что они очень-очень вкусные. Так, теперь я потихонечку переложу их на эту тарелочку. Еще все очень горячее. Они отходят очень легко, как вы видите. Я просто пользуюсь этими ложками, чтобы не обжечься. Потому что противень еще очень-очень горячее. Эти печенья я делал уже множество раз, и они всегда получаются очень хорошо. Но я вам скажу, что это печенье, как вы видите, только 3 составляющие: мука, сахар и яйцо. Но вы можете добавить ванилин, можете добавить миндальную эссенцию. Я их делал с ванилином, с миндальной эссенцией. Всегда получается очень-очень вкусно. Печенье у нас спеклись. Последнюю партию я сейчас выпекаю. Она будет готова в течение 10 минут. Ну, я готов к чаю. Чай заваривается. 2 чашки здесь на столе. А самое главное, у нас красивые, вкусные печенья. Я уверен, это печенье вам понравится. А самое главное, я вам сейчас покажу, как оно выглядит. Посмотрите, какое мягкое и нежное внутри. Пористое все. А теперь попробую, что получилось у меня сегодня. Очень вкусное. Это как печенье с рая сладкоежек. Какая прелесть у нас сегодня получилась. Так что пробуйте тоже. Только составляющих яйцо, мука и сахар. И где-то 20 минут времени от вас уйдет. Но самое главное, вам большое спасибо, что вы забежали на мой канал сегодня, посмотрели это видео. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Мой канал еще совсем новый, молодой. Я был бы очень признателен, если вы подпишетесь на мой канал. Потому что на этом канале я экспериментирую, я делюсь своими рецептами и своими опытами. Я никогда не был шефом или никогда на шефа не учился, а сам самоучка. И на этой ноте я хотел вам сказать: берегите себя, своих знакомых, друзей и родственников. И мирного неба всем нам. Пока-пока. До новых встреч и приятного аппетита.